Так, прямой эфир. Видно, слышно. Всем привет, всем харизматической удачи. Так, значит, что мне нужно, вообще говоря? Мне нужно, чтобы была видна презентация, о которой я рассказываю. А почему мне это нужно? Потому что там есть очень интересные факты, которые я сейчас освещу. Итак, мы с вами сейчас начинаем презентацию, которая называется «Математика четырех сфер. Система жизнеспособности человека. Ответ на глобальные угрозы. 2026-2030 год». И, естественно, вы, я думаю, знаете меня. Я Львовский Дмитрий Михайлович. В интернете я сфокусировал себя как математик номер один. И я хочу вам рассказать о глобальных вызовах, которые будут беспокоить нас, и как с ними справляться при помощи математики. Итак, значит, первый глобальный вызов, который существует для нас сейчас, для всех, это то, что человек 8 секунд, сраные 8 секунд только может концентрировать свое внимание на цифрах. То есть, смотрите, вы сидите на лекции, например, да, вот, и вы видите какие-то цифры, вы запечатлили, вы взяли ручку там, записали ручкой информацию, и вы только 8 секунд можете фокусироваться. Дальше что-то вас отвлекает, какой-то там шелест кнопок, еще что-то, хождение лектора, и вы упускаете еще 8 секунд, то есть в сумме 16. А в 2001 году, по данным Nature Human Behavior 2024 года, было 16 секунд. То есть внимание сократилось 16 секунд в 2001 году, 8 секунд в 2023. И это факт, который подтвержден научными исследованиями. А презентацию я выложу. Значит, когнитивная угроза. Она дает вам возможность иметь обрубленную информацию. Второе. Биологическая угроза. 52% хронических стресс-ассоциированных заболеваний. Что это за заболевания? Это заболевания, которые, в принципе, касаются депрессии, тревожности, метаболического синдрома, аутоиммунных заболеваний. И вот эта вот нагрузка выросла с 1990 года, когда еще существовал СССР, до фактически в 1,5 раза. Люди сидят на антидепрессантах, люди сидят на всяких там веществах, которые медики им выписывают, чтобы снизить вес, метаболический синдром и аутоиммунные заболевания. Это проблема номер 2, тоже источник у меня в презентации указан. Я проранжировал проблемы. То есть, смотрите, от cognition, да, от мозга идет биологическая проблема, человек переедает, слишком, то есть у него нехватка валидной, необходимой, значимой, главной информации, эссенциальной информации, если хотите. От этого идет биологическая угроза, он толстеет, депрессия, хронический стресс. Третья фаза, в которую входит человек современный, и будет входить в 2026 до 2030 года, пока эта проблема не решена, за исключением моей системы матричного целедостижения, конечно же. Итак, угроза 3 – это социальный распад, коллапс доверия к институтам власти и рост поляризации в обществе и в мире. То есть этот рост поляризации, он был измерен и социологами, например, Massachusetts Institute Technology, Парижской школы экономики, показали, что алгоритмическая сегрегация, да, она фактически фильтрационные пузыри, рекомендательные системы снижают способность общества к коллективному решению проблемы на 40-60%. И это исследование было в 2020 году, журнал Science, ссылка есть. Факт, то есть по данным Всемирного экономического форума Global Risk Report, кризис доверия входит в топ-3 глобальных рисков по вероятности воздействия. Он выше пандемии и выше кибератак. Кризис доверия. Люди не доверяют институтам, различным институтам, которые находятся у них в странах.
Я не говорю сейчас про какую-то конкретную страну. Это повсеместная проблема всех стран мира. После социального вот этого барьера, когда люди не доверяют институтам и становятся недообслуженные услугами институтов, наступает четвертая проблема, завершающая, угроза, как бы, да, завершающая действует. Это экономический коллапс скрытой природы. А что это за скрытая природа? То есть раз общество, институты уже не выполняют так свои функции, как, например, до 2001 года или еще лучше до 1990-х годов, то происходит технологический прогресс, но он не компенсирует падение качества человеческого капитала. Человеческий капитал падает. И в 56 странах индекс человеческого капитала, несмотря на рост цифровизации, упал. McKinsey Global Institute 2024 год. Посмотрите, что он оценивает потери от когнитивной и эмоциональной выгораемости работников. Друзья мои, я ездил в метро, начиная с 6 лет. А последнее время, когда я появляюсь, например, в таком городе, как Москва, в метро, это угрюмые, уставшие люди, которые возвращаются домой. Это сонмы людей, уставшие люди после работы, выгоревшие, уставшие. Конечно, нет, есть молодежь, есть студенты, шутят, да, это вот кто еще как бы не выгорел. То есть когнитивно-национальное выгорание к 2030 году поднимется до 8,5 триллионов долларов. И это будут убытки, я имею в виду, от этого выгорания. Это больше ВВП Германии и Японии вместе взятых. Вот, но теперь я навел страха на вас, вы ужасно испугались, и мы переходим к главному вопросу, а что же делать с этим совсем? Ну, может быть, уйти в лес, в горы и уйти вообще в какую-то пещеру, пустыню и таким образом вопрос решить? Нет, конечно же нет. Конечно же нет. Решение состоит из 4 шагов. Вообще, вот, первый шаг. Вам необходимо овладеть техникой медитации, глубокого осознавания себя. То есть вы соединяетесь со своим внутренним «я», с интуицией и осознаете, что вам сейчас следует делать. То есть это очень важно научиться входить в дефолт состояние и таким образом вы сможете перейти к второму шагу. Вы центрируетесь, то есть вы в буквальном смысле ощущаете ваш центр, и дальше, укореняясь, вы переходите в зону третьего шага, вы реализуете свою проявленность. Вы проявляетесь в этом мире тем, кем вы должны были стать. Становитесь тем, кем вы должны были стать. И вот эта трансформация себя и является четвертый шаг. А по моему мироощущению, моему мировоззрению, в мире возникает потребность новой концепции. Я ее назвал, религия, но это как бы не совсем религия, это новая концепция мировосприятия, которая называется икигаизм. То есть это некоторое понятие, которое означает стремление жить, открыв свой икигай. То есть это определение я ввел 11 января 2025 года в городе Дубне, написав статью на своем сайте. А икигай это, то есть икигаизм происходит от слова икигай. Это японские 4 иероглифа икигай, они дословно означают быть первым и вести за собой людей.
То есть, когда человек очень хорошо что-то делает, ну, например, варит борщ, он открыл свой икигай в данном случае в этой сфере, и он его продвигает. Ну, свой икигай, он дарит людям прекрасный борщ, он может накормить их очень вкусно и научить готовить этот борщ. Например, это пример. И как же обрести свой икигай? Друзья, я пока могу сказать только одно. Нужно идти по пути икигая, своего икигая. Нужно проявлять доброту, не беспокоиться, усердно трудиться, быть доброжелательным, быть честным, вести свой дневник, делиться с другими своими знаниями, любить и возделывать землю, помогать близким, членам своей команды, ну, семьи, например, там, или на работе, воспитывать детей в духе поклонения таким качествам, как доброта, труд, любовь, созидание, командный дух, любить землю, беречь ее. В ближайших видео я расскажу более подробно об икигае, икигай-ориентированном обществе, а сейчас я предлагаю вам подписаться на мой канал, ссылку я на презентацию оставлю внизу, и благодарю вас за то, что вы были со мной, и желаю вам побыстрее открыть свой икигай, ну или в то время, в которое вам комфортно, и главное ощущать счастье, гармонию со Вселенной. Это очень важно. С вами, как всегда, я, математик номер 1, Львовский Дмитрий Михайлович. Всем харизматической удачи.